День добрый, друзья мои! Рада приветствовать всех вас на моем канале об орхидеях не только кратко и доступно. И сегодня, как вы уже заметили, речь пойдет об антуриумах. Я хочу с вами поделиться очень интересной информацией, так что поехали. Итак, друзья мои, для того, чтобы ваше растение росло, активно развивалось и было здоровым, не стоит забывать о таком очень важном факторе, как грунт. Как такового грунта для антуриума нет. Я, по крайней мере, не встречала производителей, которые бы качественно и грамотно скомпоновали, так скажем, данный субстрат. Если вы встречали, пожалуйста, жду ваших комментариев относительно того, какие грунты для антуриумов попадались вам. Ну а я, если встречу что-то подобное, обязательно вам отпишусь, покажу и расскажу. Мне будет очень интересно самой увидеть грамотную компоновку этого грунта непосредственно для этого цветочка. Итак, прежде чем мы перейдем к непосредственному обсуждению грунта, давайте вспомним о том, что антуриум – это полуэпифит. Он растет в тропиках, у подножья, так скажем, деревьев на опавшей листве и коре. То есть грунт у антуриума достаточно легкий, воздушный, хорошо впитывает влагу и также хорошо ее отдает. Вот, в принципе, и все. Вы должны понимать, что тяжелые грунты и чистая земля для посадки этого растения не подойдет. Хочу также отметить, что многие блогеры пропагандируют такой субстрат, который состоит из кокосовых чипсов и верхового торфа. Я же считаю, что данный субстрат является очень влагоемким. И если у вас нет опыта полива данного растения, если вы не чувствуете этот субстрат, то не сажайте в него растения. У вас дома должны быть идеальные условия для того, чтобы данный субстрат просыхал, так скажем, и вы должны идеально чувствовать полив растения в этом субстрате. К тому же, мне кажется, что со временем кокосовые чипсы и верховой торф, они слеживаются и становятся достаточно тяжелыми и не дышащими в посадке. Но это лично мое мнение, и я не советую вам, точнее советую вам присмотреться и в первую очередь понять, какие у вас условия содержания для того, чтобы сажать или не сажать антуриум в данный субстрат. Итак, перейдем к главному, для чего я здесь составила все вот эти вот интересные компоненты. Я для себя определилась с одним грунтом, и в нем выращиваю все свои антуриумы уже очень давно. Основа одна. Например, вы можете взять за основу грунт для суккулентов, грунт для азалий или верховой торф. Это основа. Далее у нас будет коктейль. Вторым компонентом, чтобы подкислить грунт антуриума, мы можем взять первое сосновую кору мелкой фракции, вот такую вот мелко, еще меньше даже нарубленную кору, либо готовый субстрат для посадки орхидей. И мы должны этих два компонента, например, сосновую кору или субстрат, и грунт для суккулентов, азалии, либо верховой торф, смешать в одинаковых пропорциях, 1 к 1. Что значит 1 к 1? Например, вам нужно приготовить определенное количество грунта для посадки. Неважно сколько, там литр, 2, 3, 4. Вы берете какой-нибудь сосуд, будь это стакан, рюмка, кружка, кастрюлька, банка, неважно. И начинаете, так скажем, дозировать данную землю, либо субстрат, который у вас есть под рукой. То есть вы насыпаете в равных долях основу. Это грунт для азалий, повторюсь, суккулентов, либо торфяной торф, да, верховой торф. И кора мелкой фракции, либо грунт для орхидей. В одинаковых пропорциях. Неважно, какие у вас сосуды, у вас просто должно быть их одинаковое количество, одинаковые пропорции. И смешиваете. Итак, далее идет у нас третий очень важный тоже компонент, я считаю, это перлит. Перлит разрыхляет почву, делает ее более, так скажем, воздухопроницаемой. Перлита нужно добавлять половину от общей массы, либо 30%. Я бы добавила здесь половину, но у меня это, к сожалению, весь перлит. Я на днях заказала еще, ко мне приедет, поэтому я покажу вам визуально, приблизительно, где-то вот половина должна быть баночки на вот этот вот объем этого перлита, чтобы у вас все, как говорится, сложилось. Итак, третьим компонентом, друзья мои, является мох сфагнум. У меня вот такой, у кого-то может быть живой, для того, чтобы повысить влагоемкость данного субстрата.
Но и тут нужно знать, когда его добавлять. Если вы берете за основу, так скажем, за второй компонент просто сосновую кору, то тогда можно добавить мох. Если же вы берете за второй компонент, у вас выступает готовый субстрат для орхидей, тут стоит обратить внимание на то, что внутри чаще всего в этом субстрате присутствуют спрессованные кокосовые чипсы. И этого будет достаточно для того, чтобы ваш субстрат был достаточно влагоемким. Тогда в этот состав мы мох не добавляем. Мох мы будем добавлять только тогда, когда мы будем смешивать чисто, так скажем, грунт для азалии суккулентов, либо верховой торф и кору мелкой фракции. Тогда мы можем добавить и для повышения влагоемкости и немножечко мха. Итак, и заключительным, так скажем, элементом в этом коктейле будет уголь. Я всегда кладу уголь, независимо от того, какое растение я сажу, и антуриумы не исключение. В данном случае я приблизительно кладу где-то столовую ложку. Но все зависит от того, какого объема я готовлю, так скажем, на какой объем я готовлю грунт. То есть, если много грунта мне нужно, то я, конечно же, увеличу количество угля. Если меньше, то уменьшу. То есть, все калибруется, смотрится и добавляются элементы постепенно. Вот такая вот легкая воздушная масса у вас должна получиться, красивенькая такая, дышащая в итоге. Вот. Итак, можно ли использовать только грунт для орхидей? Итак, если у вас грунт для орхидей такой очень сильно земельный, прям такой, даже есть просто земля, в принципе, можно использовать, но я бы обязательно сюда добавила еще перлит и уголь. Вот. А если у вас чистая кора, такая вот прям, видно, что грунт, ну, такие мелкие кусочки коры, я бы все же добавила земли и далее по списку все остальные компоненты. Это основа основ, это главный залог, так скажем, того, что ваше растение будет посажено в идеальный, по моим меркам, грунт и будет в нем расти, развиваться благополучно, цвести, так скажем, и чувствовать себя отлично. Итак, далее, что вы должны знать, это подбираем горшок, кашпо, ему не на вырост, а в диаметре на 1,5-2 сантиметра шире предыдущего. Это первое. Обязательно нужно класть на дно дренаж. Я видела, некоторые блогеры кладут дренаж только из пенопласта. Ничего не имею против, так как зимой, в принципе, если у вас грунт плохо, так скажем, отдает влагу, то есть он и дома очень влажно, то в холодный период времени корешочки в холодном влажном субстрате могут начать гнить. Вот, поэтому многие прибегают к такой хитрости, используют только пенопласт в качестве дренажа. Я же использую керамзит, уголь и кусочки пенопласта. Мне так удобнее, мне нравится, но если я увижу по своему растению, что да, влага плохо испаряется, и это не нравится растению, конечно, я могу изменить в любом случае, во-первых, и посадку, а во-вторых, откорректировать ее и, как говорится, заменить дренаж. Вот, наверное, в принципе и все, что я хотела вам поведать. Задавайте мне вопросы, пишите, какие бы вы еще хотели видеть от меня, так скажем, видео данного формата. Какая информация вас интересует об антуриумах, я постараюсь ее вам изложить. Надеюсь, друзья мои, мое видео оказалось для вас полезным. Всем спасибо за внимание, всем мира и добра.